Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет, с вами Людмила. Предлагаю сегодня связать вот такие кроссовки вместе со мной. Я их буду вязать впервые. Думаю, что опыт мой вам чем-то, может быть, поможет. Кто-то из вас захочет попробовать. Давайте попробуем вместе. Все материалы, все мастер-классы на этом канале для вас абсолютно бесплатны. В качестве благодарности от вас это лайк, подписка на канал и хотя бы пару слов комментарий. Можете даже одно слово написать, и то будет хорошо. Это поможет развитию моего канала. Ну что ж, приступим. Для кроссовок мне вот понадобилась пряжа фило дискозия номер 5 в 100 граммах 272 метра, 100% катон. Крючок буду использовать 2,5 миллиметра. Подошва вот такую 35 размера беру под кроссовки. Я ее подготовила, проколола отверстие на расстоянии полсантиметра друг от друга и провязала вокруг капроновой нитью по 2 столбика без накида в каждое отверстие. Начинать вязать вот с этого места буду, вот где у нас заканчивается пяточка, и просто провязываем столбиками без накида до другой стороны пятки. Вяжем столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда. У нас вот после обвязки капроновой нитью появился базовый ряд из петелек, в которые мы вяжем само изделие. Столбики без накида. Для того, чтобы мы ровненько связали пятку, надо на другой стороне этой пяточки поставить маркер и делаем отметочку, до какого места мы будем вязать. Должно быть параллельно абсолютно. И вот до этого места вяжем уже столбики без накида. Доходим до маркера. Здесь мы ряд заканчиваем. И вот эту петлю последнюю, что у нас на крючке, переносим на маркер. Далее протянем нить в начало ряда и начинаем вязать. Следующий ряд вяжем не с первой петли, которая у нас есть, а с петли перед ней. То есть берем на одну петлю больше и начинаем вязать столбики без накида опять по ряду до маркера. Вот эта нить, которую мы проложили от конца ряда, она должна быть не очень сильно натянута, но и не должна быть слабая. Придерживаем ее и ввязываем. Довязываем до конца ряда. Здесь провязываем 2 последние петли столбиками без накида. Затем берем вот эту петлю с маркера, переставляем на крючок. И вместе уже с этой петлей провязываем еще одну петлю с предыдущего ряда столбиком без накида. Снова эту петлю с крючка переносим на маркер. Нить протягиваем в начало ряда. И теперь начинаем вязать ряд со второй петли. То есть вот та петля, которая у нас была дополнительно, мы ее не трогаем. Провязывать начинаем со второй петли. И вязать будем по рисунку. Один столбик без накида из петли предыдущего ряда,
1 столбик без накида, из петли на ряд ниже опускаемся. 1 столбик из петли предыдущего ряда, 1 столбик из петли на ряд ниже, через 1. Вот таким образом чередуем столбики. Из петли предыдущего ряда столбик без накида, из петли на ряд ниже столбик без накида. Предыдущий ряд столбик без накида. Опускаемся на ряд ниже столбик без накида. Получается длинные короткие столбики, чередование их. Такой узор, доходим им до конца ряда, хорошо уже видно будет. И в конце ряда заканчиваем последнюю петлю. И берем эту петлю вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем с маркера и вместе их провязываем. Переносим петлю на маркер, протягиваем нить в начало ряда и начинаем ряд снова со второй петли. Вот у нас эта петля, с нее начинаем ряд. Но вяжем теперь по тому же самому рисунку, только в шахматном порядке. Там, где у нас были длинные столбики, над ними будем вязать короткие. Там, где у нас были короткие, над ними будем вязать длинные. Все столбиками без накида, но из петли предыдущего ряда и из петли на ряд ниже. Только в обратном шахматном порядке. Сейчас немного увеличу, чтобы как-то получше вам видно было. Ну вот, достаточно неплохо видно длинные столбики, короткие столбики. А вот у нас здесь был длинный столбик, над ним вяжем короткий столбик. Здесь у нас следующий был короткий столбик, между двумя вот длинными нижнего ряда вяжем длинный столбик. Потом снова короткий столбик. Опять длинный столбик над коротким. Над длинным столбиком короткий. Вот таким образом до конца ряда чередуем их по очереди. Вот хорошо видно, над длинным столбиками короткие, над короткими длинные в шахматном порядке. Довязываем до конца ряда. Здесь у нас короткий столбик был, над ним вяжем длинный столбик без накида. Дальше у нас был длинный, над ним вяжем короткий. И теперь последний вяжем длинный и потом захватываем петлю с маркера и провязываем ее вместе с этим длинным столбиком без накида. Получается, что ряд мы всегда начинаем со второй петли, а конец ряда вот тут мы одну не довязываем. Мы провязываем с предпоследней петлей вот эту вот петлю с маркера.
И у нас получается вот такой скос. Петлю переставляем на маркер и возвращаемся в начало ряда вместе с нитью. В начале ряда вяжем первый столбик вот из этой угловой петли. Все время из верхней угловой петли начинаем ряд. Он получается, если по низу смотреть, по нижнему ряду всегда на одну петлю меньше. Вяжем точно так же по рисунку в шахматном порядке. Длинные столбики чередуем с короткими. Здесь в конце ряда, как и в прошлый раз, не довязываем одну петлю, ту вот под которой у нас, которая петля здесь, где она на маркере, мы ее снимаем с предпоследней петлей, провязываем вместе в каждом ряду. Получается скосы и с той стороны по одной петле недовязанных. Вот показываю две последние петли, провязываем одна. И следующая петля уже будет идти с петлей, которая у нас на маркере. Провязываем столбик без накида. И снова петлю переставляем на маркер. Возвращаемся в начало ряда. Вот таким образом я провязала 12 рядов, и этого достаточно для высоты. Получается вот такая пяточка, этот узор плюс дополнительная нить, которую мы возвращаем, они дают пятке плотность, очень хорошо держится форма. И на этом мы еще не заканчиваем пяточку, нам надо ее еще обвязать. Вот отсюда берем первую петлю, привязываемся и затем идем вдоль пятки. Каждый рядок берем, провязываем столбик без накида в каждом рядочке. У нас должно получиться 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. И вот сюда в угловую петлю 12. В эту петлю мы провяжем 2 столбика без накида, чтобы у нас угол не стянуло. Дальше до следующего угла вяжем по рисунку длинными и короткими столбиками. Вот такой получается ровный край. С другой стороны у нас также должно быть 12 столбиков без накида на боковой части. Здесь на углу снимаем петлю с маркера, провязываем столбик без накида и сюда же в угловую еще один столбик без накида и дальше еще 11 вниз. Количество петель у нас должно четко совпасть с количеством рядов, которые мы провязали. 12 рядов, 12 столбиков без накида в обвязке. Все, обвязка закончена. И теперь нам надо эту нить закрепить. Завяжем просто здесь узлом ее. Пропустим сюда наш моток и получится узелок. Теперь отступаем от задней части 10 петель, ну вот эти у нас по 2 столбика без накида на обвязке, мы отсчитываем 5, 10 петель и привязываемся для того, чтобы уже вязать основу переда. Здесь также будем вязать столбиками без накида, потом по узору. И нам надо обязательно наметить на той стороне, тоже от задней части отсчитать 10 петель и поставить маркер, чтобы мы видели, где мы будем останавливаться. То есть ряд начинается здесь, заканчивается на той стороне. Вяжем столбиками без накида до маркера.
Доходим до маркера, вот этот маркер ставим петлю с крючка, снимаем, ставим на маркер и возвращаемся в начало ряда. Здесь каждый ряд начинаем с угловой петли. У нас получится тоже каждый со второй петли начала ряда и предпоследней петлей заканчиваем ряд. То есть здесь у нас тоже будет скосы впереди. Идем столбиками без накида этот ряд. Со следующего ряда начинаем вязать по узору с угловой петли и короткими длинными столбиками по очереди. Короткий, длинный. Следующий ряд в шахматном порядке вяжем точно такой же узор, который мы вязали на пятке. Всего по переду провязываем таких 7 рядов. В конце ряда предпоследнюю петлю снимаем на крючок здесь же петлю с маркера и провязываем вместе с предпоследней петлей. Вот 3 ряда провязали, провязываем еще таким же образом 4 ряда. Следующий ряд уже вяжем по узору в шахматном порядке. Над короткими вяжем длинные столбики, над длинными вяжем короткие. Довязали последний ряд, нить можно обрезать. Вот такая получилась у нас основа под кроссовок. И теперь мы будем приступать уже к вязанию передней части верха. И это уже в следующей
части нашего видео. Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал, напишите какой-нибудь комментарий. И желаю вам хороших ровных петелек. До новых встреч!